АвтоВАЗ провел премьеру нового кроссовера Lada Azimuth, построенного на собственной отечественной платформе от Lada Vesta, с технологиями и оснащением, которое делает новинку флагманом от АвтоВАЗа и предлагает опции, которые ранее невозможно было представить на автомобилях Lada. Впервые прототип нового кроссовера был показан в конце января под именем B+ Cross. Теперь АвтоВАЗ представил предсерийный вариант кроссовера, который получил имя Azimuth. Название для новой модели было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников предприятия. На разработку новинки ушло 3 года. Кроссовер построен на усиленной базе от Vesты и частично унифицирован с ней по несущим элементам, полу, подвеске и переднему подрамнику. Правда, задняя подвеска новая. Также новых и усовершенствованных компонентов конструкции насчитывается 996. Если сравнивать габариты с Lada Vesta Cross, то в длину Lada Azimuth на 26 мм меньше, в ширину на 53 мм больше, а высоту на 85 мм больше. При этом колесная база растянута на 40 мм. Длина 4416 мм, высота 1838 мм, ширина 1607 мм. Колесная база 2675 мм. Снаряженная масса кроссовера 1428-1535 кг. Объем багажника составляет 508 литров. Дорожный просвет. Он составляет 208 мм, а колесные диски 18-дюймовые. По дизайну Azimuth не стал повторять текущую модельную линейку. Сбоку нет явных X-образных выштамповок, а передняя и задняя часть выполнена в новом для АвтоВАЗа стиле. Из особенностей можно отметить двухцветную окраску кузова с черными стойками и крышей, массивный задний спойлер и серебристую вставку на задних стойках с выштамповками, отсылающими к Ниве. Моторная гамма будет включать модернизированные вазовские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Трансмиссии китайского производства – это шестиступенчатая механика и вариатор. При этом в перспективе есть 1,5-литровый турбомотор на 150 сил в сочетании с классическим автоматом. По слухам, мотор будет китайского производства от компании Chery. Полный привод на автомобиле не предусмотрен, сзади установлена обычная скручивающаяся балка. Lada Azimuth станет революционным продуктом от АвтоВАЗа в плане оснащения и интерьера. Модель получила двухцветный салон с кластером на передней панели, состоящим из 10-дюймового экрана медиасистемы и цифровой приборной панели. В медиасистему интегрировано голосовое управление и виртуальный ассистент от Сбера, а также навигация, которая работает на картах 2GIS. Обращает на себя внимание необычный двухспицевый руль и полноценный центральный тоннель с нишами для хранения, беспроводной зарядкой и селектором выбора режимов движения. В оснащении есть атмосферная подсветка, электрорегулировки руля и сидений, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, круговой видеообзор и электропривод крышки багажника. Из неназванных опций, которые видны на изображениях салона, можно отметить систему автоматической парковки, электроручник, адаптивный круиз-контроль и ограничитель скорости. АвтоВАЗ заявляет, что впервые в мире был применен электрообогрев передних боковых стекол, реализованный за счет интегрированных нитей. Также есть подогрев лобового стекла, передних сидений и руля. Стоимость и комплектации Lada Azimuth раскроют после старта серийного производства, которое запланировано на 2026 год. Но президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АвтоВАЗа, и это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку. Исходя из его слов, можно обозначить примерный диапазон цен. Это 2 400 000 – 2 700 000 рублей. Друзья, как вам настоящая новинка от АвтоВАЗа и как вы считаете, с такими ценами кроссовер будет пользоваться спросом? Поделитесь своим мнением в комментариях, также можете написать свои предположения о цене. А если вы интересуетесь автомобилями, подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, где каждый день выходят самые свежие и важные события из автомобильной индустрии. Ссылка в описании и закрепленном комментарии.